Вот и моя очередная незнакомка-знакомка. Привет! Нормально стоит? Удобно сесть будет? Отлично. Да. Просто лужи вокруг. Привет! Привет. Холодненькая ты такая. Надеюсь, сердце горячее? Сердце еще какое Серьезно? горячее, да. Отлично. Да. Ну и как тебе нынешний вот климат, который у нас организовался? Не кажется ли тебе, что пора куда-то уезжать южнее? Да, я думаю, что Петербург это. А поехала бы со мной? Ну, я бы поехала, но... На юга. Марокко, может быть, Касабланка. Слышала такую? Да, слышала. Как тебе перспектива? Звучит, или ты не из этих? Звучит, конечно, неплохо, но я бы вот куда-нибудь, наверное, ближе, где Мальдивы какие-нибудь, вот что-то такое. Ближе к Мальдивам? Что-то я слышала, что вот... Ближе к Мальдивам. Это прекрасно, я тебе могу сказать. Особенно если учесть, что сейчас там вполне себе сезон. А мне кажется, там всегда сезон, нет? Ты знаешь, да. Просто когда-то там дождишки, которые, как у нас вот здесь, там пару дней выпадут, да? А когда-то дождишков нету. Но хорошее настроение, белый песок, всякие красивые морские гады есть всегда. Да. Да. Это правда, да. Ну, а чем ты живешь в свободное время, расскажи. Ой, да я чем только не живу, на самом деле. Вот с собаками я люблю гулять, например. Хорошо, что уточнила, потому что сделала такую паузу. С собаками, например, люблю... Да, с собаками гулять бывает приятно. Приятно гулять с собаками? Да. А что за собаки тебя... Кучерявые разные, там, какие-то, пудели, там, знаешь, вот, можно люблю какие-то... Перебью тебя, я просто фразу очень... Люблю гулять со всякими собаками кучерявыми. И я так сразу... Хорошо, что я не кучерявый. Это юмор. Да. Скажи, пожалуйста, а как мы с тобой проведем сегодняшний прекрасный, хотелось сказать в кавычках, день? Я так понимаю, что у нас есть с тобой не очень много выбора, потому что гулять по улице мы не можем ввиду не очень хорошей погоды. А можем, например, пойти и поесть какой-нибудь интересной кухни. Может быть, ты любишь суп фобо вьетнамский, который продается в огромных корытах. Ну, ты у нас девушка субтильная, я боюсь, что, наверное, ты такую большую порцию не съешь. А что бы тебе хотелось? Скажи мне. На самом деле, вот мне, вот честно говоря, не хочется на какой-то ехать куда-то, в какое-то заведение. Так. Наверное, у меня есть предложение. Подкупающее своей новизной? Более интересное, да. Блин, я весь в интриге. В общем-то, у меня есть вот такая прекрасная вещь. И я думаю, что стоит задуматься о том, чтобы эта вещь хранилась на полочке у каждого. Ты хочешь мне подарить духи? Да. Нет. Я хочу предложить их приобрести, но по более низкой цене. Ну, то есть я работаю в Литуале. В Литуаль, конечно же, как бы не знает, на слуху, да? Да. Что я могу сказать? Это потрясающий аромат. Он должен стоять просто... Он должен быть у каждого. Просто... У каждого мужчины? У каждого мужчины, да. У каждого уважающего себя мужчины он должен стоять обязательно на полочке. Прикольно. Ну и почем удовольствие? А можно я понюхать вообще? Понюхать, да, конечно, разумеется. А мне колпачок можно? Это просто шикарный аромат. Я считаю, что... Это во Франции сделано или где? Нет, это сделано вот где-то там рядом с Арабскими Эмиратами, вот да? Где-то в тех краях. Я понял, прекрасно. Так, а и почем, может, мы тогда сейчас закончим уже, я куплю и мы поедем, если уж так действительно... Ну, мне нравится вроде ничего, да? How much is the fish? Ну, вообще, у нас они стоят довольно дорого. 80 тысяч, но я предлагаю приобрести их за 50. Сколько?
80 тысяч рублей? Да, но это действительно дизайн. Вот дизайн это вообще просто, мне кажется... Это все понятно, дизайн-то это круто, только даже ты знаешь... Здесь вот потрогай здесь такое, что-то... Не, я понимаю, ты же не предлагаешь мне за 80 тысяч трогать это. Это же не, как сказать, извини меня, не резиновая женщина из секс-шопа, да, когда мне говорят, вы посмотрите, потрогайте ее, потрогайте. Да, я понимаю, что это тактильная история, но здесь-то мне душиться надо, да? И я понимаю, что за 80... А сколько ты говоришь, хочешь за них? 50? Да. Ты хочешь 50 тысяч за духи? За духи, да, но я еще раз говорю, которые сделаны где-то рядом с Арабскими Эмиратами? Ну, там хорошие, я знаю... там в Омане хорошо делают духи. Я прямо вот этот запах, он будет напоминать вот о чем-то таком южном, чего не хватает сейчас здесь и смотреть. Мне не хватает сейчас 80 тысяч рублей, 50 тысяч рублей на эти духи буквально. Ну как же, вот я так посмотрю, мне кажется, очень даже хватает. Серьезно? То есть я произвожу... То есть я произвожу впечатление человека, который готов купить духи за 80 тысяч рублей? За 50 тысяч рублей. Да... То есть я не могу купить себе духи за 5-10 тысяч рублей. Я должен купить себе духи за 80 тысяч рублей, потому что я выгляжу как человек, который что? Который похож на лоха? Человек, который может себе позволить эти чудесные, прекрасные духи. Так вот, как я выгляжу. Да. Человек, который может позволить себе эти чудесные духи. В ритуале, говоришь, работаешь? В ритуале, да. Это у вас какое-то домашнее задание, что ли? Нет, я просто действительно считаю, что эти духи, они просто вот бомба, пушка, они вообще, да, это must have. Это must have, бомба, пушка, а заряжены они будут сознанием того, что я просто куда-то слил 80 тысяч рублей. 50, прости, я забываю, мне просто 80 в голову ударило, 50 тысяч. У меня вопрос, это когда вдруг неожиданно появились... Это духи, которые не выставляют? Просто я в Литуаль, может быть, давно не ходил, а там реально есть духи по 80 тысяч рублей? Да, ну... А что такого, я не понимаю. Ну, типа, это ж немного, да? Это немного совсем, для духов. Вам сегодня крупно повезло! Да? Сегодня мы можем вам предложить большой выбор товара со скидкой! Такого качества? Такого качества. Видишь, я уже за тебя продаю, блин, я понимаю, да. Я чувствую прям, что ты должна сказать после следующей фразы. Ты знаешь, это, конечно, все, в общем-то, неплохо. Вот я тебе честно скажу, если бы они стоили хотя бы хрен с ним 8 тысяч рублей, с расчетом на то, что у нас с тобой появится романтическое настроение, я обшикаюсь этими духами после ужина в ресторане, и ты, срывая на мне одежду с криками «Как мне нравится твой запах!», напала бы на меня и поступила бы как плохая девочка, то, наверное, я бы у тебя их купил. За 8 тысяч я бы еще подумал. Но за 8, почему опять за 80? Да что ж такое-то? Но за 50 тысяч рублей, я думаю, что мне так кажется, я могу, конечно, ошибаться. Ты поправь меня, если что. Смогу купить себе половину Литуаля. Ну, нет? И что дальше? Вот хорошо, половина Литуаля будет ваша, но... Да, наша. Наша. Да. Твоя. Твоя, спасибо. Половина Литуаля я, блядь, выгляжу еще и старым, богатым и старым Прости меня, пожалуйста. Половина Литуаля будет твоя, и ничего такого не будет происходить. А с этими же духами вот как раз-таки то, что было описано тобой, там в духе кто-то там будет кидаться на тебя, я думаю, что это вот, да, это путь к тому, чтобы на меня кто-то кинулся. К тому, чтобы притягивать, да. И это будет притяжение в большом количестве, я думаю, да. Можно я еще понюхаю? Спасибо. Сейчас, секунду. Знаешь, что я еще чувствую, чем они пахнут? Они пахнут каким-то, прости меня за выражение, ебучим разводом. Я понимаю твое желание на свиданке паровозом продать какое-то фуфло за полташку, но боюсь, что паспорт лоха я потерял лет 20 назад, может 25. Поэтому ты прости, но я их покупать не буду. Вот честно. Ну,
Жаль, конечно, жаль. Очень... Я понимаю, что жаль, ты не заработала 50 тысяч рублей, Да я нет, понимаю, это жаль, просто да. реальные истории, как бы, я слышала истории от людей, как эти духи потом работали на них, ну, Да? да. Я такие истории от людей слышал, да, когда им продавали, а на поле чудес одному мужику предлагали 3 миллиона рублей, а он выбрал капусту качан, понимаешь? Я тоже эти истории слышал, и как потом они представляли себя ослиными башками, тоже знаю. Поэтому ты прости меня, но боюсь, что я не буду брать. Очень жаль, я просто мега разочарована, Да. но Да, раз уж да. на то пошло, то... Я плачу. Я прям рыдаю внутри. Я правда. Я правда рыдаю. Знаешь что? Удачи тебе. Удачи. Удачи в твоих нелегких попытках продать какашку мамонта за 5 миллиардов долларов. Тара-бара-пам. Ну, Да? того же я желаю тогда Да. удачи. Удачи. Спасибо. Спасибо. Я, блядь, не знаю, что сказать, но это фу. Одним словом, это фу. Если у вас есть другие слова, можете написать другие слова. Я даже не прошу вас на оценку девочку, зная предварительно все оценки в этом забеге. Но можете написать что-нибудь, что... Ну, это же пиздец. Ну, прям везде пиздец. Я, может быть, конечно, зажрался, но мне кажется, что... Ну, и духи за 80 тысяч рублей, она если честно. Даже если бы я был, сука, мультимиллиардером в край, очень эксцентричным, ходил бы в розовых стрингах по городу и напевал бы песни Маши Распутиной, я бы все равно не купил это говно за 80 тысяч рублей, сделанное где-то рядом с Дубаями. Тем, кто делает это рядом с Дубаями, друзья мои, ну сделайте скидку, пожалуйста, для блогера Женьки. Очень хочу такие духи, ну хотя бы за 70 тысяч рублей. Кстати, у меня есть ее данные, если кто хочет духи, напишите, я обязательно вам ее данные пришлю. Сможете порадовать себя, и вас разорвут желающие женщины тела, обрызганного этими духами. Пишите, пишите. Full of pans.